Трамп объявил об открытии Ормузского пролива досрочно. США и Иран, кажется, думают, что достигли разных соглашений с разными условиями. Иран празднует условную победу. Израиль называет Трампа и Нетаньяху лузерами и не собирается прекращать войну. Китай и страны Большой Семерки рады мирным договоренностям, но требуют, чтобы Ормуз оставался бесплатным. Россияне атаковали Киев. Ракеты и дроны по главной святыне православия – Киево-Печерской лавре, по киностудии Довженко и жилым домам. В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М. В Вашингтоне на лужайке у Белого дома Трамп отметил 80-летие на турнире по боям без правил. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил об открытии Ормузского пролива и начале поставок нефти через него. Корабли начинают движение. Многие из них загружены нефтью и выходят из Ормузского пролива. Они движутся по южной магистрали, которая абсолютно безопасна, надежна и не тронута. Есть и другие маршруты передвижения. Напомним, что еще ночью он писал, что пролив откроется только в пятницу, после официального подписания соглашения с Ираном. Соединенные Штаты и Иран объявили о достижении рамочного соглашения о прекращении войны. Формальное подписание документа запланировано на 19 июня в Швейцарии. Полный текст пока не опубликован, однако уже сейчас стороны по-разному трактуют дальнейшие шаги. По словам Дональда Трампа, после подписания соглашения США прекратят морскую блокаду иранских портов, а Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства. Американский президент также заявил, что проход через пролив станет полностью бесплатным на постоянной основе. Именно блокада Ормузского пролива после начала войны стала одним из ключевых факторов роста мировых цен на нефть и нарушения глобальных поставок энергоносителей. Я считаю, что это важный момент для Соединенных Штатов Америки. И, конечно, он стал возможен благодаря лидерству президента Трампа и напряженной работе всей команды. Есть три момента, которые, как мне кажется, важно понимать американцам относительно того, что дает нам это соглашение. Во-первых, это немедленное открытие Ормузского пролива и, соответственно, снятие морской блокады Ирана, которую мы поддерживали. Во-вторых, это означает, что Иран никогда не получит ядерное оружие. И речь идет не только о разработке ядерного оружия, но и о его приобретении или попытках купить его. Все это закреплено в соглашении. И третье, и это важно подчеркнуть, все это произойдет только в том случае, если Иран выполнит свои обязательства. Подход заключается в том, что мы будем проверять выполнение условий, а реальные преимущества будут предоставляться только при условии, что Иран выполнит свою часть обязательств. Но если Иран будет соблюдать это соглашение, оно кардинально изменит Ближний Восток на ближайшие 50 лет. Оно положит конец войне, оно сделает Ближний Восток более привлекательным для инвестиций. Оно принесет значительное процветание и более низкие цены на энергоносители для американцев. Этот регион мира был проблемным на протяжении всей моей жизни и даже дольше. И то, что президент фактически поставил перед нами задачу сделать, это, безусловно, устранить ядерную угрозу со стороны Ирана. С этим покончено. Но теперь появляется возможность построить новую эпоху процветания и успеха на Ближнем Востоке, когда этот регион перестанет быть местом, которое требует столь большого внимания Соединенных Штатов и, откровенно говоря, станет источником значительного экономического благополучия для американского народа. Это очень-очень большая победа. И все это произошло потому, что президент не отступил и довел дело до конца. Однако по вопросу дальнейших переговоров между Вашингтоном и Тегераном уже появились разногласия. Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что новый 60-дневный раунд переговоров по ядерной программе начнется только после разблокирования миллиардов долларов замороженных иранских активов. В Вашингтоне эту трактовку отвергают и утверждают, что никаких предварительных условий не предусмотрено. Если соглашение вступит в силу, переговорщикам предстоит решить задачи, на которые в 2015 году ушли почти 2 года. Речь идет о разминировании Ормузского пролива, механизме отмены санкций, судьбе замороженных активов, международном контроле над ядерной программой Ирана, ограничениях на обогащение урана и утилизации запасов высокообогащенного топлива. Финансовые рынки уже отреагировали на новости. После объявления о соглашении цены на нефть пошли вниз, а азиатские фондовые площадки в понедельник открылись ростом. Барак Обама раскритиковал новый курс Вашингтона в отношении Ирана. Бывший президент США заявил, что любое новое соглашение вряд ли будет существенно лучше ядерной сделки 2015 года, которую Дональд Трамп разорвал еще в свой первый президентский срок. Сомнительно, что любое соглашение, которое будет достигнуто сейчас, окажется существенно иным или станет значительным улучшением по сравнению с той сделкой, которая уже существовала и успешно работала в течение длительного времени до того, как мы, Соединенные Штаты, вышли из нее.
Поэтому я надеюсь, что бомбардировки прекратятся, и обычные люди больше не будут страдать из-за этой войны. Думаю, задним числом это напоминает нам о том, что во многих сложных вопросах внешней политики идея о том, что мы можем просто продавить решение силой или добиться его бомбардировками, иногда выглядит привлекательной. Но реальность такова, что необходимо тратить время на дипломатию и использовать все возможности для достижения соглашений, которые не решают проблему на 100%, но решают ее от 80 до 90%, позволяя избежать необходимости начинать войну. Казалось бы, мы уже должны были усвоить этот урок, но, похоже, время от времени нам приходится учить его заново. В Иране осторожно приветствуют соглашение о прекращении войны с Соединенными Штатами. Вот какой опрос на улицах Тегерана опубликовало сегодня Государственное агентство пропаганды на зарубежные страны ВАНа. Если права и интересы Ирана будут сохранены, то защищать их через соглашение гораздо лучше. Страна снова получит импульс к развитию, улучшаться экспорт и импорт, выиграет экономика. Спустя 47 лет страна наконец начала процветать. Они, американцы, вообще ничем не связаны и имеют плохую репутацию во всем мире. Ни Израиль не действует должным образом, ни Америка не ведет себя так, чтобы ей можно было доверять. Но мы всегда должны жить осторожно. Страной нужно управлять осторожно. Переговоры определенно отвечают нашим интересам. Если цель состоит в том, чтобы наши права не нарушались, то лучше защищать их через диалог. Это должно включать официальное признание нас американцами и гарантии наших прав в вопросах ядерной программы, ракет, а также национальных богатств, нефти, газа, нефтехимической отрасли и Ормузского пролива. В конечном итоге, кто выигрывает от мира и стабильности? Соединенные Штаты показали, что им нельзя доверять. Это означает, что мы не должны рассчитывать на то, что другие страны будут защищать наши национальные интересы. Тем не менее, возможность остается, если процесс продолжится, если они действительно захотят полностью снять блокаду и вернуть то, что было заблокировано. Главные возможности откроются тогда, когда наша страна сможет свободно участвовать в международной торговле и экономическом обмене, а также получить уверенность и гарантии в вопросах импорта и экспорта товаров. На мой взгляд, риск нового обострения все еще существует, потому что Израиль не считает себя связанным этим соглашением и неоднократно заявлял, что это договоренность между Ираном и Соединенными Штатами. Мы независимая страна и будем действовать так, как сочтем нужным, поэтому поводов для большого оптимизма здесь нет. Соглашение между США и Ираном вызвало резкую реакцию в израильском правом лагере и среди сторонников премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным CNN, близкий к израильскому руководству, источник утверждает, что Биньямин Нетаньяху также возлагает часть ответственности за разногласия с Вашингтоном на Кушнера и Уиткофа, считая, что их позиция способствовала углублению разрыва между Израилем и США по иранскому вопросу. Соглашение Трампа не является для нас обязательным. Израиль не подчиняется Соединенным Штатам. Мы независимое и суверенное государство. Наш долг перед гражданами Израиля, солдатами армии обороны Израиля и еврейским народом. Каждый раз, когда мы уступали международному давлению ценой собственной безопасности, мы платили за это кровью. Мы любим Соединенные Штаты и благодарны президенту Трампу. Но государство Израиль не банановая республика. Мы не являемся стороной этого соглашения, которое не гарантирует нашу безопасность, и оно никоим образом нас не связывает. Мы не должны соглашаться ни на что меньшее, чем разоружение Хезболлы. Мы не должны уходить с территорий, которые наши бойцы захватили и очистили от террористической инфраструктуры. Каждый запуск дрона, беспилотника или ракеты по Израилю с территории Ливана должен приводить к израильскому удару по Дахии. Прошли времена, когда еврей получал удары и молчал. Никогда больше. Ни при каких обстоятельствах нельзя соглашаться на ограничение свободы действий Израиля в Ливане или на отступление, которое поставит под угрозу жителей севера страны. Формирующееся соглашение с Ираном выглядит стратегическим провалом, последствия которого Израилю придется преодолевать дипломатическими, военными и юридическими средствами в ближайшие годы. Одной подписью были перечеркнуты огромные военные достижения, добытые мужеством наших пилотов и кровью наших солдат. Трамп подписывает соглашение, которое направляет миллиарды режиму Аятолл, сохраняет ядерную инфраструктуру, оставляет без изменений ракетную угрозу и дает спасательный круг режиму в Тегеране. Это кульминация многолетнего провала. Нетаньяху, человек, который годами продавал обществу образ господина безопасность, а в реальности стал автором крупнейшего стратегического провала в истории Израиля. Соглашение с Ираном плохо для Израиля и для всего свободного мира. Точка. Совместная кампания принесла немало результатов в ослаблении Ирана, и эти достижения не будут потеряны. Нам придется самостоятельно и творческими способами продолжать борьбу за свержение режима и гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие. В Ливане нас ждет проверка.
Это наша война, наши солдаты и безопасность жителей северных районов Израиля. Я продолжу добиваться того, чтобы Израиль сохранял твердость своих позиций и чтобы армия обороны Израиля имела полную свободу действий против Хезболлы. Сам глава израильского правительства публично сделку не комментировал. Однако близкие к нему комментаторы в СМИ фактически обвинили администрацию Дональда Трампа в отказе от поддержки Израиля. Предварительное резюме. Трамп вышел из этой ситуации проигравшим из-за целенаправленного и последовательного давления со стороны двух маленьких евреев – Уиткофа и Кушнера, которых Катар купил за большие деньги и которые предали своих братьев в Израиле, и при содействии вице-президента Венса, этого ничтожества, и при поддержке и уговорах карликовых государств Персидского залива, которые боятся собственной тени и сами вызвались заплатить иранцам миллиарды, лишь бы вернуть спокойствие. В итоге мы остались одни. И мы победим в одиночку. Потому что победа Израиля не подлежит сомнению. Тем временем мы остаемся в Ливане и продолжаем боевые действия. И отвечаем, если по нам стреляют. И наносим удары по каждому, кто нам угрожает. И укрепляем правительство и его лидера, который является правильным человеком в правильное время, чтобы справиться с этой ситуацией. Биби, ложись спать. Завтра будет новый день. Мы с тобой. Иран готов отказаться от соглашения ради защиты своего союзника в Ливане. Соединенные Штаты готовы подписать соглашение, даже если для этого придется оставить Израиль. И в этом вся разница. Вот послание миру. На чью сторону стоит становиться? На сторону тех, кто останется верен вам и будет вас защищать? Или на сторону тех, кто вас бросит? Трамп делает Америку слабее, чем когда-либо прежде. Никто больше не захочет быть ее союзником. Быть врагом Америки может быть опасно, но быть ее другом смертельно опасно. Генри Киссинджер. Такая реакция заметно отличается от настроений первых недель войны, когда Трамп и Нетаньяху демонстрировали полное единство. Однако по мере продвижения переговоров с Тегераном и обсуждения условий прекращения огня в Ливане между Вашингтоном и Иерусалимом все чаще возникали публичные разногласия. Израильтяне неоднозначно оценивают соглашение между США и Ираном. Многие жители считают, что договор отвечает прежде всего американским интересам и не устраняет угрозы для израильской безопасности. Я не думаю, что это продлится долго, потому что иранцы поклялись уничтожить Израиль. Поэтому, когда с ними подписывают соглашение, это лишь откладывает реализацию их целей — уничтожение Израиля и Америки. Я бы хотел, чтобы между Израилем и Ираном был мир, но это не продлится долго, к сожалению. Я живу на севере страны и не очень довольна этим. Думаю, соглашение продержится, возможно, 2 года, до окончания срока Трампа, а потом все вернется к тому же самому. Очень плохое соглашение, судя по тому, что я слышу в СМИ от иранцев и некоторых американцев. Я действительно не понимаю Трампа, не понимаю его. С другой стороны, мы воевали с ними, а теперь я вижу, что они фактически продолжают двигаться вперед и, на мой взгляд, победили. Все зависит от настроений там, так быть не должно. Они получат деньги, режим не рухнет, и, по моему мнению, это катастрофа. Это плохое соглашение. Иран не будет его соблюдать. Более того, я считаю, что все это предательство иранского народа и израильского народа, потому что здесь учитываются только американские интересы. И это касается отношений с Израилем. Это худшее соглашение из всех, которые только можно было заключить. Китай поддержал соглашение между США и Ираном о прекращении войны и выразил надежду, что документ будет подписан в намеченные сроки. В Пекине также призвали как можно скорее восстановить безопасное и свободное судоходство через Ормузский пролив. Китай приветствует достигнутое между Соединенными Штатами и Ираном соглашение по содержанию меморандума о взаимопонимании первого этапа и высоко оценивает посреднические усилия Пакистана. Китай надеется, что Соединенные Штаты и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании первого этапа в соответствии с намеченным графиком. Мы надеемся, что заинтересованные стороны сохранят приверженность миру и будут решать вопросы путем диалога и переговоров. Китай продолжит совместно с международным сообществом играть конструктивную роль в скорейшем восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Ормузский пролив является важнейшим международным морским путем. Восстановление стабильности в Ормузском проливе отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества. Китай принял к сведению достигнутый между Ираном и Соединенными Штатами
меморандум о взаимопонимании первого этапа, который включает положение о возобновлении судоходства через пролив. Китай надеется, что безопасность и свобода прохода через Ормузский пролив будут восстановлены как можно скорее. Китай готов поддерживать контакты по этим вопросам со странами региона и международным сообществом. Франция и Великобритания готовятся возглавить международную миссию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе после вступления в силу соглашения между США и Ираном. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к операции также готовы присоединиться Нидерланды и Италия. По словам Макрона, развертывание сил может начаться уже через 2-3 дня после официального подтверждения договоренностей Дональда Трампа с иранским режимом. Это соглашение — хорошая новость, потому что именно к этому мы призывали на протяжении последних недель. Прежде всего, начиная уже с сегодняшнего вечера и в ходе завтрашней работы, мы сделаем все возможное для того, чтобы это соглашение стало реальностью. В рамках саммита мы собрали не только страны G7, 7 крупнейших демократических экономик мира. Мы также пригласили партнеров. Завтра у нас состоится отдельная сессия по Ирану с участием Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Наша первоочередная задача — добиться того, чтобы соглашение заработало, чтобы Ормузский пролив был мирно открыт и чтобы через него возобновилось судоходство. Мы создали миссию совместно с британцами. В регионе уже находится несколько стран — Нидерланды, Италия, Великобритания и Франция. Мы готовы действовать очень быстро. Для чего? Чтобы направить самолеты, фрегат, тральщики. Кроме того, в регионе остается наш авианосец «Шарль де Голль» со всей сопровождающей группировкой. После подтверждения договоренности он может быть развернут в течение 2-3 дней. Поэтому вместе с американцами и параллельно в контакте с иранской стороной мы будем обеспечивать такое развертывание, чтобы открытие Ормузского пролива прошло мирно и сохранялось в дальнейшем. Произойдет ли это открытие без каких-либо сборов? Иранская пресса утверждает, что нет, и что такие платежи будут взиматься с согласия Соединенных Штатов. Очевидно, это совершенно не то, чего мы хотим, потому что это создало бы опасный прецедент. В мире существует множество других проливов. Если каждый раз за проход придется платить, последствия будут очевидны. Это приведет к росту цен во всем мире. Мы будем обсуждать этот вопрос. Такие меры не соответствуют международному праву. Мы выступаем за соблюдение международного права и сделаем все, чтобы никаких сборов не было. Сейчас они играют словами и говорят, что речь идет об оплате услуг. Посмотрим. Но главный приоритет — открыть пролив. Что вы имеете в виду? Необходимо искать альтернативные маршруты. Например, газ, добываемый сегодня в Ираке, экспортируется через этот пролив. Нужно обеспечить строительство трубопроводов через Ирак, Сирию и Ливан с выходом к другим маршрутам поставок. Мы должны добиться того, чтобы в Ливане восстановился мир, прекратились бомбардировки, иностранные войска покинули страну, а ливанская армия вновь получила монополию на применение вооруженной силы. Это означает разоружение Хезболлы в правильной последовательности. Третьим элементом соглашения станет работа в течение следующих 60 дней над вопросами ядерной программы, а также баллистических возможностей Ирана, то есть его способности наносить удары на большие расстояния. Это важно для мира в регионе и важно для нас. В Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера съезжаются лидеры стран Большой Семерки. Один из ключевых участников, президент США Дональд Трамп, уже на пути во Францию. Он вылетел из Вашингтона сразу после турнира UFC Freedom 250 на территории Белого дома. В программе Трампа отдельные встречи с Эммануэлем Макроном, а также лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии. Следом в регион прибыли премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Кошта, а также приглашенные гости саммита, включая президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Франция также пригласила лидеров Индии, Кении и Южной Кореи. Главной темой саммита неожиданно стало соглашение между США и Ираном о прекращении войны. Лидерам предстоит обсудить открытие Ормузского пролива, дальнейшие переговоры по иранской ядерной программе и международные гарантии выполнения будущих договоренностей. Второй ключевой вопрос – война России против Украины. Кроме того, участники будут обсуждать торговые споры после введенных Вашингтоном тарифов, сокращение зависимости от Китая в поставках критически важных минералов и состояние мировой экономики. Саммит проходит в условиях заметного напряжения между союзниками и Вашингтоном. Европейские лидеры открыто выражают обеспокоенность американской торговой политикой и все чаще говорят о необходимости большей стратегической автономии Европы. Безопасность обеспечивают беспрецедентные силы. Франция задействовала более 6 тысяч жандармов, 900 военнослужащих, 6 вертолетов и 23 патрульных катера. Накануне в соседней Женеве прошли антиглобалистские протесты. Демонстранты вступили в столкновение с полицией
Применялись водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Повреждены остановки общественного транспорта и витрины магазинов. Саммит G7 продлится до 17 июня и станет первой крупной международной встречей лидеров после объявления о прекращении войны между США и Ираном. Ночь на 15 июня стала одной из самых тяжелых для Киева за последние месяцы. По данным президента Зеленского, Россия выпустила по столице более 60 ракет из примерно 70, использованных в атаке по Украине. Воздушные силы сообщили о применении баллистических ракет, крылатых ракет, ударных беспилотников и гиперзвуковых цирконов. По данным воздушных сил, из 6 выпущенных по Киеву гиперзвуковых ракет «Циркон» удалось сбить 5. Фотографию обломков одной из таких ракет утром опубликовало агентство Reuters. В Киеве погибли 4 человека, еще 28 получили ранения. Повреждения зафиксированы как минимум на 16 объектах. Без электроснабжения остались более 140 тысяч абонентов на севере города. К середине дня энергетики восстановили подачу света для 105 тысяч семей. Одним из наиболее серьезных последствий стал удар по национальной киностудии имени Александра Довженко. Полностью уничтожен костюмерный склад. По словам министра культуры Татьяны Бережной, утрачена крупнейшая и старейшая коллекция костюмов Украины, более 100 тысяч костюмов и около 3 миллионов единиц одежды. Среди уничтоженных экспонатов были костюмы из фильмов «Тени забытых предков», «Пропавшая грамота» и «Богдан Хмельницкий». Также повреждены павильоны, административные здания и оборудование. Судьба архива кинопленки с коллекцией, примерно из 600 фильмов, пока уточняется. Российская Минобороны заявила, что атаковала исключительно объекты оборонной промышленности, утверждая, что на территории киностудии якобы действовал Центр производства беспилотников. Украинские власти эти заявления отвергают. В результате российского удара по Киеву поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры, главный храм одного из важнейших православных монастырей Восточной Европы и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Удар пришелся по крыше собора, начался пожар, серьезно повреждены верхние конструкции здания. Що вона ось так летіла, збила купол і в кришу. Це один собор, а інший летів вежу, яку Мазепа будував. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник осмотрел последствия атаки. По его словам, собор был поражен российским беспилотником. Москва это отрицает и утверждает, что повреждения якобы вызваны ракетой американского комплекса «Патриот». Однако корреспондент украинского издания НВ Сергей Акунев, который находился на месте удара по Киево-Печерской лавре в момент повторной атаки, подтвердил, что ее атаковали шахеды. Эти дроны не были сбиты, подчеркивает журналист НВ, а второй из них, скорее всего, направлялся к Успенскому собору и задел крышу мыслительского арсенала. Это атака на нашу историю, безусловно. Вы же прекрасно понимаете, что у нас есть то, чего нет у России. А Россия делает это для того, чтобы и у нас этого не было. Сегодня я отправляюсь на саммит G7. Как видите, первый приоритет — это противовоздушная оборона. Затем у нас будут встречи с европейскими лидерами, а также с президентом Трампом. Мы будем говорить с ним о том, как заставить Путина остановить эту войну. Еще до начала саммита G7, скажу откровенно, мы передали сигнал о готовности встретиться с Путиным во время саммита, потому что там присутствуют Трамп, Макрон, Стармер и Мерц. Европа плюс Соединенные Штаты, и это, на мой взгляд, очень хорошая возможность встретиться всем вместе. Поэтому мы были готовы пригласить российскую сторону. Европа и США были согласны. Но Россия вновь продемонстрировала, что не готова говорить о мире. Поэтому мы должны быть готовы усиливать давление на Путина до тех пор, пока он не прекратит эту войну. Для чего это было нужно Путину? Такой удар в день, когда президенту США направляют поздравления с днем рождения. Он, как всегда, поступил абсолютно цинично, поздравил президента Соединенных Штатов, а после этого нанес массированный удар по Украине. Я думаю, они специально ждали, чтобы не делать этого до поздравления президента Трампа. Примерно так. Что бы вы сказали Путину после этой атаки? Мы еще скажем. До свидания. Генеральный директор заповедника Максим Остапенко сообщил, что под угрозой оказались уникальные реликвии, включая икону XVI века и серебряные элементы убранства собора. Их удалось своевременно вывести из здания. Это одни из самых выдающихся памятников украинской культуры и истории, которые Россия сейчас абсолютно целенаправленно пытается уничтожить.
Но при этом она уничтожает не только украинское наследие, а и мировое наследие, бросая вызов всему миру. На мой взгляд, Путин просто показывает всему миру, что ему наплевать и на общечеловеческие ценности, и на любые святыни. Поэтому я искренне хотел бы, чтобы это преступление было не просто зафиксировано, а получило заслуженное осуждение. Эти серебряные пластины когда-то украшали Успенский собор. Их нашли во время раскопок Успенского собора, который был взорван по приказу из Москвы в 1941 году. Собор был заминирован и примерно на 80% уничтожен. Наши реставраторы спасли эти шедевры. Реставрация продолжалась несколько лет, после чего экспонаты были возвращены в восстановленный Успенский собор. Киево-Печерская лавра была основана в 1051 году и считается одним из главных духовных центров православного мира. Комплекс включает десятки храмов, колоколен, монастырских корпусов и знаменитые пещеры с мощами святых. Атака вызвала международную реакцию. Вот и в частности заявление главы французского МИД. В Украине, где минувшей ночью путинская Россия вновь продемонстрировала всю степень своей жестокости, нанеся массированный удар по Киеву и причинив чрезвычайно серьезный ущерб Успенскому собору Киево-Печерской лавры, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО. Для нас, французов, это было бы равносильно бомбардировке собора Парижской Богоматери или базилики Сен-Дени. Очевидно, это абсолютно неприемлемо. В этих условиях наша поддержка Украины продолжается и сегодня усиливается. Формально начинаются переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Это сложный путь, и мы будем сопровождать украинские власти на всем его протяжении. В России разбился стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3. По данным Министерства обороны России, самолет потерпел аварию в Иркутской области во время учебно-тренировочного полета без боекомплекта при заходе на посадку. Бомбардировщик упал в районе города Свирска на берегу Ангары. Экипаж успел катапультироваться и, по предварительным данным, выжил. Самолет упал в поле, после чего начался пожар. На место направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил России. Официальная причина катастрофы пока не названа. Ту-22М3 – один из основных российских дальних бомбардировщиков, который активно используется для ударов по Украине крылатыми ракетами Х-22 и Х-32. Самолеты этого типа базируются в том числе на аэродромах дальней авиации в Иркутской, Мурманской и Калужской областях и регулярно привлекаются к массированным ракетным атакам. Украинские военные и ОСИНТ-аналитики обращают внимание, что это очередная потеря российской дальней авиации. По подсчетам открытых источников, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже не менее 11 Ту-22М3. 8 самолетов были уничтожены, еще 3 получили серьезные повреждения. Среди наиболее известных эпизодов уничтожение Ту-22М3 украинской ракетой весной 2024 года и серия ударов беспилотников по аэродромам дальней авиации. На фоне регулярных атак украинских дронов по военным аэродромам и прошлогодней операции «Паутина» очередная потеря стратегического бомбардировщика вновь привлекла внимание к состоянию парка дальней авиации России, который в значительной степени состоит из модернизированных советских самолетов, производство которых давно прекращено. Трамп отметил 80-летие в позолоченном стиле. На лужайке Белого дома впервые в истории устроили турнир боев UFC. Дональд Трамп вместе с главой UFC Даной Уайтом посетил шоу, организованное на Южной лужайке президентской резиденции в специально построенной 28-метровой арене под названием «Коготь». Турнир собрал около 4000 зрителей и стал центральным событием празднования 250-летия независимости США. Одновременно он совпал с 80-летием самого Трампа. Американские СМИ отмечают, что президент давно связан с UFC. Еще в начале 2000-х он предоставлял площадки для турниров в своих казино, а Дана Уайт остается одним из его ближайших политических союзников. В течение вечера состоялись 7 боев с участием 14 спортсменов из 5 стран. Главным событием стал поединок за титул в легком весе между чемпионом Ильей Топурией и американцем Джастином Гэджи. Главная сенсация вечера – победа Гэджи, который сумел отобрать чемпионский пояс у фаворита турнира. Во время турнира один из победителей, Джош Хокет, передал свою цепочку Дональду Трампу прямо в октагоне. Сам президент активно общался с бойцами и гостями мероприятия. Многие в соцсетях язвительно отмечали, что при Трампе в Белый дом без пиджака и галстука нельзя, а в трусах и драться можно. Турнир прошел всего через несколько часов после объявления о соглашении между США и Ираном о прекращении войны. По мнению многих аналитиков, Белый дом стремился совместить внешнеполитический успех с масштабным публичным мероприятием, рассчитанным на аудиторию, традиционно поддерживающую Трампа. Завершился вечер фейерверком над Вашингтоном. Уже утром президент вылетел во Францию на саммит G7 в Эвиан-Ле-Бен.